Ну и бредятина. Эх, знали бы вы, как же я люблю эти ГПТ-обложки. Эти корявенькие надписи, текстуры, будто с постера к дешевому хоррору. Эти перекошенные лица. Есть в этой эстетике что-то особенное. Что-то, что одновременно вызывает отвращение и какой-то нездоровый интерес. Но особенно я люблю, когда блогеры-миллионники начинают экономить несколько тысяч и ставят эти шедевры-обложки на свои ролики. Или исполнители с огромной фан-базой выпускают новый трек, а на обложку ставят что-то вот такое. Интересно, конечно, о чем они думают в этот момент? Сегодня я предлагаю попробовать переделать ГПТ-обложку одного известного блогера. Посмотреть, может ли нейросетевое превью влиять на просмотры, разобрать основные проблемы подобных работ и попробовать понять, действительно ли все сгенерированные обложки настолько ужасны. А если тебе нужна обложка, которая действительно будет цеплять зрителей и не выглядеть так, будто ее сгенерировали в чат GPT за 1 минуту, заказать ее можно по ссылке в описании. Несмотря на весь шарм от этих нейросетевых обложек, я крайне маловероятно нажал бы на видео с подобной обложкой. И думаю, вы тоже. Но каюсь, несколько раз я все-таки включал ролики с такими превью и удивлялся тому, насколько качественно внутри было сделано само видео. Проработанный сценарий, хорошо выставленный свет, нормальная камера, профессиональный звук, монтаж. И каждый раз у меня возникал один вопрос. Неужели камера и микрофон за десятки или даже сотни тысяч рублей это нормально, а заказать обложку за пару тысяч уже неподъемные расходы? Вы потратили деньги на оператора, возможно, наняли монтажера, провели дни за сценарием, съемкой и подготовкой. И после всего этого настолько наплевали на визуальную упаковку ролика. Обложка – это один из первых элементов, который видит человек, когда открывает YouTube. И как бы банально это ни звучало, на YouTube действительно встречают по обложке. Потратив условные 1-2 тысячи, можно получить шанс привлечь зрителя, который раньше вообще не знал о вашем существовании. Постоянная аудитория, возможно, нажмет на ролик в любом случае, но случайный человек, который впервые видит ваш канал, вряд ли выберет превью, созданное за 1 минуту и выглядящее как афиша фильма ужасов из 80-х. Но дело не только в странных лицах и грязных текстурах. Практически каждая такая нейрообложка страдает от той же проблемы, о которой мы говорили в прошлом ролике. На них просто огромное количество текста, будто автор не пытается привлечь зрителя, а наоборот делает все возможное, чтобы его взгляд прошел мимо. И я предлагаю посмотреть, насколько успешно у некоторых авторов это получается. Первым взглянем на канал кулинарного блогера-миллионника, насчитывающего почти 6 миллионов подписчиков, Дружа Обломова. Если посмотреть его старые ролики, где он использовал обложки с очень приятным минималистичным дизайном, мы можем заметить, что некоторые ролики проседали до 100 тысяч просмотров, но средний показатель это выше 100, а зачастую доходя до 300 и выше. Но что же мы увидим, промотав его канал выше? В какой-то момент он решил, что обложки никак не влияют на его просмотры и начал пользоваться нейрообложками. И, возможно, по совпадению, но его просмотры начали проседать. И последние ролики еле доходят до 100 тысяч. И думаю, это не предел, ведь можно без слов понять, насколько хуже стал выглядеть его канал по визуалу. Просто сравните парочку старых обложек и новых. Неуместный и вписанный как попало текст. На всех новых обложках Дружа едва похож на себя, но и общее ощущение от обложки только дискомфортное, чувствуется лишь грязь. Смотришь на такую обложку и самому хочется помыться. Стоит ли что-то говорить о каналах с меньшим числом подписчиков? Если блогер с 6 миллионами достаточно интенсивно срезал себе просмотры, просто поставив себе на превью генерированную обложку в чате GPT. Но дабы быть объективными, предлагаю быстро взглянуть на парочку каналов поменьше. К примеру, канал с нарезками стримов стримера Мафани, который сейчас активно форсится на Твиче и ТикТоке. Но нарезчики ставят на превью записи его стримов вот такие обложки и просто срезают себе минимум 20% просмотров. Ведь помимо того, что непонятно, что происходит на обложке, она выглядит супер грязной. Участники не похожи на самих себя, и сверху все удобрено неплохим количеством текста, который еще сильнее усугубляет ситуацию. И нет, эта проблема существует не только в наших странах, она имеется и на западном YouTube. Например, вот превью блогерши Джины Джойс, у которой почти 3 миллиона подписчиков. А вот обложка блогера Стив Мосс, у которого больше 600 тысяч подписчиков. Ну и на десерт превью небольшого канала Fabric QBR Experience. Само видео у него снято вполне нормально, но обложка, вы и сами все видите. Честное слово, и скучаю по временам, когда плохими обложками считались вот такие работы. Они могли быть кривоватыми, неидеальными, с плохими шрифтами, со странной обработкой, но в них все же чувствовался человек. Они были менее пугающими и менее грязными. В них было больше души, чем в очередной генерации, где у человека стеклянный взгляд, пластиковая кожа и 2,5 руки. Но делает ли все это использование нейросетей в обложках чем-то недопустимым? Являются ли все нейрообложки плохими? Не совсем. Посмотрите на эти две обложки и скажите, какая из них выглядит лучше.
Я подозреваю, что большинство выбрало правую, а ведь обе обложки были созданы с использованием нейросетей. Просто левую сгенерировали в чат GPT одним запросом и сразу поставили на ролик, а над второй поработал профессионал. Сначала он придумал концепцию, затем сделал скетч или собрал черновую композицию в Photoshop либо в 3D-редакторе, продумал расположение персонажей, свет, эмоции, масштаб объектов. После этого отдельно обработал фотографию клиента, сгенерировал необходимые элементы, сделал десятки генераций и только после этого собрал все в единую композицию. А в конце обработал изображение так, чтобы результат выглядел максимально не нейросетевым, чтобы зритель увидел превью и хотя бы на секунду подумал, что это реальная фотография. Вот такие обложки действительно могут работать хорошо. И к тому, что при их создании использовалась нейросеть, у зрителей не возникает вопросов, потому что нейросеть здесь не замена дизайнеру, это просто еще один инструмент. Почему же тогда все блогеры не делают качественные нейрообложки, как крупные западные каналы? Все просто. Хорошая обложка с использованием нейросетей занимает много времени. Она требует знаний композиции, света, цвета, типографики, ретуши и работы с самими генеративными моделями. Человек вне дизайна обычно не понимает, почему одна генерация выглядит хорошо, а другая дешево и искусственно. Поэтому автору все равно приходится обращаться к дизайнеру и платить ему за работу. А плохая нейрообложка практически бесплатна. Написал один запрос, подождал минуту, скачал результат, поставил на видео. Именно бесплатность становится главным аргументом в пользу таких обложек. А потом автор может удивляться, почему же просмотры стали хуже. Хотя, возможно, проблема все это время находилась прямо перед ним, на превью. И в практической части я предлагаю взять одну из подобных обложек и переделать ее. Но не просто заменить один шрифт на другой. Мы полностью разберем логику нейросетевых обложек. Посмотрим, что именно в них не работает, почему взгляд зрителя проходит мимо, как упростить композицию и как выделить главный объект. А заодно вы увидите, сколько этапов на самом деле требует качественная обложка с использованием генераций. Потому что между фразами «я сделал обложку с использованием нейросетей» и «я написал один запрос в чат GPT» есть очень большая разница. И так как ярким примером блогера, перешедшего на нейрообложки, сегодня выступил Обломов, я решил переделать одну из его последних обложек, а именно к ролику про рецепт кебаба. У него на видео стоит данная работа. Вначале хотел бы немного разобрать ее, что в ней не так, опуская детали, которые мы уже обсуждали. Во-первых, тут нет точного акцента. У нас 3 зоны, между которыми бегает глаз в попытке определить, что же является главным элементом, в то время как в хорошей обложке акцент явный, и он один. Во-вторых, тут неграмотно исполненный текст. Если интересно почему, вы можете просто посмотреть прошлое видео, там все это подробно разбиралось. Ну и в-третьих, эффект дешевой нейронки. Тут есть косяки. Прошу обратить внимание на правую руку, в которой 3 основания шампура, но в итоге из руки выходит только 2. В своем варианте я попытался исправить все эти недочеты. Начиная свою работу, я придумал примерную идею, как бы можно было визуализировать обложку к данному ролику. В голову мне пришла идея сделать крупным планом автора и дать ему в руку кебаб, на котором соусом будет выполнен текст, чтобы передать суть ролика, но и не добавлять гигантский текст, который создаст перегруз. После примерной визуализации в голове я нарисовал примерный, абсолютно неаккуратный скетч, который после доработал и сделал первую генерацию, на которой мне не понравилось расположение рук и шампура, и я пошел в Photoshop, чтобы исправлять это. В ходе исправления я попробовал поменять цвет рубашки и немного сменил фон. После этого я сменил шашлык на кебаб, а цвет забора сменил на белый, после чего я добавил надпись красным соусом. Снова менял фон, в попытке добиться большего контраста между кебабом и забором. В конце концов я понял, что лучше совершенно менять фон и цвет рубашки, и можно же подставлять фото автора. Ну и я понял, что красный текст на кебабе не особо читаем, так что я сменил его на белый. К сожалению, я поленился уделить достаточно времени, чтобы найти хороший кадр дружи, и сделал скрин вот такого качества из того же видео. Проапскейлил, и он как бы похож на себя, но процентов на 70. Прошу прощения за небольшую лень, но мне было важнее показать этапы работы, чем найти и подставить суперкачественное фото. Зачастую заказчики кидают свои снимки в хорошем разрешении, и нужды искать их фото не возникает. Так что продолжим разбирать этапы. Вот моя генерация. И согласитесь, что она уже выглядит интереснее оригинала, хотя это также генерация, но это далеко не конец. Дальше я прорабатывал мелочи, косяки генерации, добавлял свет, обрабатывал кожу и в конце концов делал цветокоррекцию, чтобы обложка стала сочнее и ярче. В итоге, потратив порядка 2 часов, из этого я получил вот это. Думаю, вы не станете спорить, что это больше похоже на превью блогера-миллионника, чем это. И пройдя весь этот путь создания превью со мной, вы понимаете, насколько это непросто.
а зачастую дизайнеры тратят куда больше времени. Это я в этом превью сделал достаточно все быстро, дабы пробежаться по этапам. А в обычной работе я бы создавал несколько скетчей, делал бы десятки генераций, чтобы найти наиболее интересный ракурс, прорабатывал бы фото автора, чтобы он был на 100% похож на себя, менял бы цвет одежды и фон больше раз, чтобы понять, как же будет лучше, и проделывал бы остальные вещи, что мы с вами делали, но гораздо дольше, чтобы добиться максимального эффекта. И после просмотра сегодняшнего ролика я бы хотел, чтобы вы запомнили две важные вещи. Первое. Уделите достаточно времени, чтобы понять, что превью на ролике способно как привлечь внимание потенциального зрителя, так и напрочь его отбить. И лучше потратить на ролик дополнительную 1000, нежели не собрать максимально возможное количество просмотров на ролике, в который вы вложили десятки, а то и сотни тысяч. И вторая. По ссылке в описании вы можете заказать превью, которое точно не будет отпугивать зрителей. Надеюсь, после увиденных сегодня ГПТ превью они вам не приснятся в страшном сне. Увидимся.